Привет, привет! Меня зовут Наталья. Это канал Practical Russian о русском языке. Здесь мы изучаем русский язык. Скоро праздники, скоро будет Рождество и Новый год. Поэтому в этом видео я хочу рассказать и показать вам, что мы обычно дарим и кому. Что мы дарим на Новый год и кому? Сегодня мы изучаем дательный падеж и глагол дарить, подарить. Праздники — это прекрасно, не так ли? Ой, люди любят праздники, люди любят подарки, особенно дети любят праздники. Дети любят подарки. У меня уже праздничное настроение. А у вас? У вас праздничное настроение? Скоро Рождество и Новый год. И обычно в России мы дарим подарки. Я еще не купила подарки. Мне нужно купить подарки. Мне нужно купить подарки семье, и мне нужно купить подарки друзьям. Мне нужно купить подарок маме, мне нужно купить подарок сестре, мне нужно купить подарок папе, мне нужно купить подарки подругам, и еще мне нужно купить подарки детям моих подруг. Мне нужно купить подарки соседям. Нет, в России мы не дарим подарки соседям. Если вы знаете соседей хорошо, вы можете подарить им подарки. Я не дарю подарки соседям. Нет-нет, мне нужно купить подарки. Я даже не знаю. Обычно в России мы дарим что-то небольшое. Это сувениры, это какие-то небольшие подарки. Детям мы дарим конфеты. Нужно посмотреть что-то в интернете. В России есть Яндекс.Маркет, и там я могу выбрать небольшие подарки. Что я буду делать на этот Новый год? Если честно, у меня нет планов. Я не знаю, что я буду делать. В начале года я делала видео и рассказывала, что я делала в прошлый Новый год. Это видео уже на канале, а вы можете посмотреть это видео. Там мы изучаем слова праздновать, приглашать, дарить, желать и другие. Что я буду делать в этом году? Сейчас у меня нет планов, я не знаю, но нужно купить подарки. Вы изучаете русский язык со мной уже год, а может быть уже 2 года или 3 года? Я очень рада. Я надеюсь, что вы используете материалы. У меня есть аудио и PDF-файлы. Для каждого видео я делаю эти файлы. Вы можете не только смотреть видео, вы можете читать транскрипцию, вы можете слушать несколько раз аудио. Мне кажется, это более эффективно, чем просто смотреть видео. Вы любите читать истории? У меня есть книга с короткими историями. Мне кажется, это также очень эффективно. Вы читаете что-то интересное, и в то же время вы изучаете иностранный язык. Поэтому ссылка под видео. И у меня для вас подарок, если вы первый раз на канале. У меня есть бесплатный файл, там 150 полезных фраз. Самые нужные, самые полезные фразы, ссылка под видео. Я открыла Яндекс.Маркет. Хочу показать вам, что мы обычно дарим на Новый год и Рождество. Обычно родители покупают детям конфеты, поэтому я хочу посмотреть, какие новогодние подарки. Новогодние подарки. И здесь разные конфеты. Обычно мы дарим шоколад. Набор конфет Kinder Думик. Стоит 389 рублей. Есть другой набор конфет,
стоит 329 рублей. Коробка конфет Merci стоит 599 рублей. Здесь разные наборы конфет. Для детей мы дарим подарочный набор женских зимних варежек и носков. Ой, я хочу открыть. Давайте посмотрим, какие симпатичные носки и варежки. И стоит такой набор, подарочный набор, 1833 рубля. Сейчас скидка 29%. Можно положить в корзину и заказать. Есть разные носки. Ой, мне нравится. Можно заказать такой красивый набор. Кружка и еще что-то. Так, подарок на Новый год уютный, с атмосферной новогодней кружкой. Я вижу кружку, вязаными шерстяными носочками. Белые это носочки и ароматным ягодным чаем. А еще там есть упаковка чая. Ой, очень симпатичный набор. И стоит 1324 рубля. Мне нравится. Что еще можно подарить на Новый год и Рождество? Душевный подарок. Не знаю, что это. Подарок на Новый год и Рождество. Номер 2. Русский лес. Это уникальный и оригинальный подарок, который придется по вкусу каждому. Что же в этом подарке? 5 предметов. Но я не понимаю, какие 5 предметов. Подходит пол унисекс, для мужчин и для женщин, возраст для взрослого человека, повод, значит причина, повод, Новый год, Рождество, назначение бабушке, брату, внуку, внучке, девушке, дедушке, дочке, другу. Любому человеку вы можете подарить этот подарок. Кому вы можете подарить? Любому человеку. И стоит такой набор 892 рубля. Очень симпатично. Что еще вам показать? И здесь разные коробки с подарками. Большой выбор. Симпатично, мне нравится. Можно что-то выбрать и заказать уже. Ой, вот это еще посмотрю. Так, здесь что? Подарочный бокс на Новый год стоит 1568 рублей. Что внутри? Новогодний подарочный набор с натуральным медом, орехами, ароматным чаем, карамелью и свечой из вощины. Там свеча, мед, орехи и чай. Симпатично. Тоже подходит для взрослого человека. Повод Новый год и Рождество. И кому можно подарить? Бабушке, брату, внуку, внучке, девушке, дедушке, дочке, другу, жене, коллеге, маме, молодому человеку, мужу, папе, подруге, руководителю, сестре, сыну, учителю. Кому угодно можно подарить. В России мы дарим подарки на Новый год. Мы дарим подарки родителям, мы дарим подарки маме и папе, мы дарим подарки детям, мы дарим подарки сыну и дочке, мы дарим подарки друзьям, мы дарим подарки другу и подруге. Мы не дарим подарки соседям. Если вы хотите, вы можете подарить подарок соседу. Мы не дарим подарки коллегам, только друзьям на работе. Вы можете подарить подарок начальнику, если вы хотите. Вы можете подарить подарок учителю, если вы хотите. Вы где-то учитесь, и вы можете подарить учителю подарок. Что я буду дарить? Обычно мы дарим что-то небольшое. Обычно мы дарим чай, кофе, носки, шапку или свечи. Я хочу подарить маме покрывало. Я думаю, что это будет новое покрывало. Я не знаю, что подарить сестре.
Возможно, я подарю ей тоже что-то небольшое и симпатичное. И я хочу купить подругам шоколад, конфеты, носки. Это нормально. Обычно мы дарим небольшие подарки. Сейчас я хочу объяснить грамматику. Когда мы говорим дарить или подарить кому, мы используем дательный падеж. Например, сестра она, подарить кому сестре, сестра сестре. А мы меняем на е. Мама маме, бабушка бабушке, подруга подруге, коллега коллеге, жена жене, дочь дочке. Это женский род. Он, например, брат. Кому? Брат брату. Мы меняем на у. Будет у в конце. Подарить кому? Брату. Брат брату, друг другу, муж мужу, сын сыну, учитель учителю, начальник начальнику, сосед соседу. И когда это они, например, родители, родители родителям. Кому? Родителям. Дети детям. Друзья друзьям. Соседи соседям. Мужчины мужчинам. Женщины женщинам. Коллеги коллегам. Надеюсь, более-менее понятно. У меня сегодня для вас 4 вопроса. Вопрос номер 1. Кому вы уже купили подарки? Кому вы уже купили подарки? Вопрос номер 2. Кому еще вы хотите купить подарок? Кому еще вы хотите купить подарок? Вопрос номер 3. Что вы обычно дарите детям? Что вы обычно дарите детям? Вопрос номер 4. Сколько стоит коробка конфет в вашей стране? Сколько стоит коробка конфет в вашей стране? Очень хорошо. Вы любите Рождество? Что вы обычно дарите близким людям? Пишите в комментариях, что и кому вы дарите. Мои материалы, аудио и PDF-файлы будут по ссылке под видео. Вы можете использовать их, чтобы лучше запомнить и понять новые глаголы. Буду рада видеть вас в своем телеграме. Там я делаю небольшие посты. Мой телеграм Practical Russian. Не забудьте, вы можете получить мой бесплатный файл. Там 150 фраз. Это бесплатно. Ссылка под видео. И я желаю вам счастливого Рождества. Я желаю вам счастливого Нового года. И до скорой встречи. Здесь я рассказываю, как я отметила прошлый Новый год. Увидимся. Пока-пока.